Привет из Беларуси! Сегодня 26 января. Начнем наш обзор. Это рассада бегонии клубневой, посеяна 28 декабря. Как видите, развивается первый настоящий лист. Но растения все развиваются неравномерно. Есть те, кто побольше, кто поменьше. Вот это Illumination. А это Non-Stop Mokka. Ну, рассаде практически месяц. Практически месяц. И вы видите, что за месяц растения очень мало подросли. Так всегда бывает с бегонией, особенно вот первые 2 месяца выращивания. Она очень маленькая. Но не переживайте, все пойдет как положено. Теперь у нас остеоспермум. Посеян 3 января. Ну, довольно уже большой, крупный. Растет хорошо, никакого особенного ухода не требует. Полив после просыхания верхнего слоя почвы. Так что остеоспермум простое растение выращивания. Единственное, что долго надо его выращивать. Рядом стоит у нас гацания. Это гацания у меня первого посева. Она у меня посеяна 8 января. Ну вот в такой стадии, да. Настоящий первый лист вылез, где-то уже 2 листа. Настоящие листья, как видите, очень отличаются от других растений. Такие длинные, вытянутые. Вот эта гацания посеяна 15 января. Смотрите, какая разница. Да? Только первый листок начал вылезать, и то вот за ночь, а так были семидольные. 5 января была посеяна бегония вечно цветущая. Ну, бегония в этом году развивается отлично. Мне нравится, как она растет. Может, ей эта земля понравилась. Мне она не понравилась. Вот на вид она такая страшная. Я вам показывала в прошлый раз, да. Ну, сейчас покажу пакетик. Петерс российского производства. Мало того, что она зеленая, так еще на ней высолы выступают. Такие белые, знаете. Терпеть не могу такую землю. Но бегонии понравилось вечно цветущей. Клубневой, может, и не очень, а вот этой, да, растет хорошо. А может, ей свет понравился от моих ламп, не знаю. Так, 6 января была посеяна виола. Виола мамонт, крупноцветковая. Выращиваю в однолетней культуре. Всегда ее. Ну, виола такая, неплохая. Чуть потянулась. Сейчас покажу вам. Так, чтобы... Видите, вот. Ей надо прохлада, а здесь больше 20. Градусов 23. Ну, это все решается. Да? Это не критично. Бывало и похуже. Тоже первый настоящий лист уже начинает выходить. Тут по сортам посеяно. Зашла хорошо. Плотненько так. В общем, виолой тоже довольна. Уже моя укоренилась гвоздика первая. Но она уже укоренилась и в прошлый раз. Просто еще корни так не проросли, чтобы вам показать. Ну, вот здесь вот видно, да, что уже корни прорастают. Сняла уже сверху крышку. Хочу, чтобы немножко она подтянулась. Может быть, тоже ее начеренковать верхушки. Потому что гвоздику надо обязательно формировать, обрезать. Места пока мало. Буду держать вот в плошке ее. И укоренились черенки моей бегонии, вечно цветущей уже. Вторая партия тоже. Уже они с цветами сидят. Ну, надо будет оборвать их, конечно, пока они не нужны. Покажу свои черенки калибрахуа. В общем, чувствуют себя хорошо. Как я их не боялась, но сделала все как положено. То есть половину кислого грунта, половину двины и еще перлит добавила. И не заливаю. Как видите, он сухонько стоит, она у меня. Вот. Нарезала черенков. Надо сказать, что первые черенки уже у меня укоренились. Калибрахуа, уже корни стали прорастать, поэтому как-то даже радостно. И еще одну плошку нарезала, тоже черенков. Вот сразу сколько. И смотрю, что отскочили, еще можно резать. Ну, так много резать как-то я боюсь, знаете ли. Надо же растению тоже дать передохнуть, немножко набраться сил. Ну, в общем, отращивает корни. Что касается акалифы, вот она сидит на одном месте, но я так
Глянула, корни достала, что да, она растит корни. Так что тоже держу пока такую суховатую. И еще вам показать, тоже растит корни моя Little Tunia. Хорошенькая такая, зелененькая сидит. Пока не сильно сдвинулась, но вот одна только видно, что уже там и с бутонами сидит. Можно было бы черенкануть. Ну, пусть пока еще обрастет. Корни уже пошли, вот достали до дна, даже вот в этом объеме. Ампельная петуния 16-го посеяна. Ну, тоже уже взошла. Тут 3 сорта. Последний вот там это плюш-блю. Он, видите, такой более прихотливый, медленнее всходит. Еще один сорт я забыла, плюш-вайт. Посеяла его позже. И даже не записала когда, ну, точно позже посеяла. Но, видите, всходит тоже. Вот пока всходики такие маленькие, ну, ничего. У Гацани тут место осталось в кассетке. Так я их сюда и посеяла, чтобы место не пропадало. Хорошее. И еще и что из новенького взошло у меня тут. Всходит камнеломка. Ну, тоже не вся еще. Так по сортам. Вот один сорт лучше всходит, другой хуже. 18-го посеяла платикодон из своих семян. Ну, уже начинает сходить. Уже всходит. Вот неделька прошла, да, и все. Будем надеяться. Посмотрим, что получается из платикодона со своих семян. Сейчас все практически сорта, больше 90% это гибриды. Поэтому первое поколение от них вполне может получиться и неплохим. Посеяла еще вербену, но пока вам тут показывать нечего. 23-го. Но о посеве вербены надо сказать отдельно, наверное, сниму видео, потому что есть некоторые особенности в уходе первое время за посевами. Поэтому давайте к вербене вернемся мы отдельно. Но у меня на сегодня все. Пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до скорого.